Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, декабрь 2023 года. Последний месяц уходящего года. Месяц, когда мы подводим итоги и строим планы на будущее. В декабре мы невольно будем словно оборачиваться назад, сравнивать, анализировать. И эти размышления нам совершенно необходимы для того, чтобы сделать важные выводы или принять в чем-то окончательное решение. Такое состояние будет частично обусловлено еще и ретроградностью планет. И в последние месяцы и до конца года две серьезные планеты, как Юпитер и Уран, будут находиться в знаке зодиака Телец в ретроградном движении, нас возвращая где-то к событиям, может быть, начала года. И более того, что примечательно, 2023 год как раз начался, когда Меркурий был ретроградный в знаке Козерог, и заканчивается год тем же самым. Поэтому какие-то вопросы мы словно свою историю жизни будем пролистывать назад и анализировать мои приложенные усилия в течение этого года, во что я вкладывался, или где осталась моя энергия, может быть, какие-то темы важные, или дела. Игра стоила свеч или нет? Стоило ли мне, где-то проявлять активность или во что-то вкладываться, или время затрачивать по тем или иным вопросам? Мы можем проанализировать как состояние и финансов, также и состояние отношений. Вот давайте мы посмотрим на двух колодах Таро. Это будет золоченое Таро. Мы добавим эти карты, когда будем смотреть на основные сферы жизни. А первые вопросы мы зададим на Таро иллюминатов. И, как правило, первый вопрос у нас либо мы называем важное событие, или в целом, что будет в приоритете. Ваше настроение, мои дорогие водолеи, на декабрь, как видят карты. Или что, может быть, придет к нам неожиданно. Вот сейчас узнаем, давайте, как видят карты для вас декабрь. Хотя я так планетарно, неожиданностей в принципе как таковых не должно быть. Скорее это будет причина и следствие. Это какая-то история из прошлого, может быть, именно прошлого, датировано этим годом, 23-м, нас может вернуть, чтобы мы в чем-то, завершили процесс или наоборот с чем-то определились. Вторую карту мы зададим, что будет радовать, что будет помогать, что хорошего, светлого придет на ваш порог. Третья карта, с какими неожиданностями вы можете столкнуться. И давайте узнаем о возможности тогда какие. Достанем еще одну карту, что скрыто. Может быть, чего-то мы не видим, не придаем значения. Дела, работа, бизнес. Достанем 3 карты по сферам жизни. Посмотрим энергетику, финансы, денежки. И давайте узнаем, что в личной жизни. А впоследствии дополним картами. Итак, что же будет в приоритете? Отдыхайте. Вот как будто нет смысла себя тормошить. Все то, что уже случилось, оно случилось. Что произошло, то произошло. Скорее какой-то анализ, правда, вот все то, что я сказала. Это когда мы складываем оружие, приводим мысли в порядок. Это конкретно прописано в этой колоде карт. И нет смысла что-то ускорять. Может быть, сам по себе период декабря не очень спешный, надо сказать, и праздники, которых достаточно. Или с середины уже декабря как-то словно жизнь замирает, нет такой активности. Точнее, она есть, но она в другом плане. Мы больше на семью, на себя. Как в детстве, наверное, о чем-то нам мечтается. Правда, мы можем с чем-то определяться, стоит ли повторять какие-то ошибки прошлого, почему мысли надо в порядок привести. Может быть, уделить внимание самому себе. Если особенно вы вкладывались во что-то или много было потрачено физических сил, вы устали, может быть, эмоциональная усталость. Знаете, как синдром хронического выгорания, это тоже не плюс, и об этом тоже нам говорит карта. Потому что мы словно обесточены, сил нет. Вот об этом может свидетельствовать 4 мечей. И тогда вот эта хроническая усталость может влиять на наш иммунитет. И правда, через иммунитет мы более подвержены заболеваниям. А период у нас такой эпидемиологический, что, прямо скажем, простудные, как минимум, заболевания, они могут над нами иметь силу, если
Опять же, иммунитет наш где-то падает. Не пришпоривайте себя, не заставляйте себя делать через силу, через какую-то меру. Не пытайтесь решить все задачи, проблемы одним рывком. Не делайте какого-то реванша. Пожалейте самих себя. Будьте добры и милосердны к своему организму и к самому себе. Вот как будто так. Когда выпадает четверка мечей, может быть, есть и конкретное дело, которое нужно просто обдумать, собрать информацию, проконсультироваться. Иногда у юристов, иногда у врачей, иногда у какого-то узкого специалиста, чтобы решить тот или иной вопрос. Ну, как будто нет смысла себя подталкивать, вот это точно. Что будет радовать, что будет помогать? Вот как раз такая заминка, она вам как будто приносит дивиденды. Деньги в рост, как будто деньги мы получим. Они, правда, могут задерживаться. И вот по части Меркурия, кстати, это сама по себе планета, которая может говорить о том, что сбои в электронных системах расчета или еще, пусть это бумажные системы какие-то, но, значит, какие-то задержки, что-то не подписано, какой-то документ не оформлен, но есть пауза, которую мы не отменим, понимаете? Поэтому сколько ты тут не эмоционируй, ситуацию как будто не изменишь. А для тех, у кого есть пассивный доход, эта карта может говорить как раз очень даже радует. Или для вас еще из какого-то дополнительного источника могут прийти деньги. Деньги как будто будут. Но где-то так рационально, спокойно с ними. Давайте мы посмотрим, с какими неожиданностями вы можете столкнуться. А вот смотрите, еще одна четверка. Может создаться ощущение, что я как-то планировал или планировала драйв на декабрь, что что-то будет вот как закрутится, начнет меняться. А тут возьми, да и пауза какая-то. Нет вот того ритма, который вы себе загадали, задумали. Может быть. По четверке кубков и четверке мечей в целом может создаться впечатление, я хожу по кругу, мне хочется что-то изменить. И вот как раз перемены, если мы говорим с какими неожиданностями, с одной стороны, для кого-то неожиданность будет вот именно эта пауза, плюс семерка пентаклей, а для кого-то будет неожиданность, когда мы вот так захандрили и упустили какую-то возможность, мои дорогие. Вот вам вот это обдумывание, неспешность, как будто дается специально, чтобы что-то не упустить. Очень важно. Вот как эта рука нам подает туз кубков. Может быть, это вопросы в личной жизни. Я должна сказать, уже конец ноября даже, кто вот в конце ноября смотрит мои видео, с заходом на декабрь, знаете, что будет очень важно до конца года? Сфера отношений. Вот, наверное, вот эта турбулентность в октябре, которая была обусловлена коридором затмений, когда обстановка была где-то накаленная такая, или наоборот, высветились какие-то тайны, или по какому-то вопросу больше ясности наступило. Вот как будто уделить внимание личной жизни есть определенный смысл. Если вы один или одна, значит, и не хотите однозначно, вам надоело это одиночество, значит, нужно продумать, каким образом осуществить встречу. Если мы просто надеемся, надежда сама по себе, она ничего нам не дает. Тут как-то более рационально к этому вопросу нужно подойти, опять же. Это не значит, что мы прямо как-то форсируем. Нет, определиться определенно стоит. Для кого-то из вас это может быть отношение касаемой работы. И тоже, на каком месте я буду работать. Или каким образом я хочу зарабатывать деньги. Как я хочу самореализоваться. Наверное, разные вопросы, но все решают люди. Поэтому либо отношения в социуме, либо отношения на работе, либо отношения в личной жизни. Вот есть определенный момент, когда этому нужно уделить внимание. И я могу предположить, что для вас или для части вас, мои дорогие водолеи, именно личная жизнь где-то будет в центре внимания. И из-за этого, если что-то не обустроено в личной жизни, или как будто чем-то вы недовольны, вы знаете, внести окончательную ясность для вас будет важно для чего? Чтобы вот этот самый кубок не упустить. А для кого-то это может касаться любых других вопросов. Какие возможности
Возможность, самое главное, трансформация. Вот, видимо, вот эта пауза, и когда выпадает 13-й старший аркан, я надеюсь, все правильно понимают, что это не про смерть, это про трансформацию. Хотя у кого-то могут проигрываться те вопросы с родственниками, например, да, когда вопросы наследства, вот что-то такое, когда мы должны оформить, но нам еще нужно подождать, как будто. Вот такое может для части из вас проиграться. Для основных водолеев или основного количества эта карта лишь нам говорит, не стоит сожалеть о том, что уходит из твоей жизни. Отпускай и встречай все новое, то, что придет на твой порог. Как будто старое должно умереть, уйти, для того, чтобы на его место пришло что-то новое. Но мы в этот период, ведь это возможности, мы пока еще и не видим, какие возможности для нас могут быть. Вы как раз интеллектуалы, мои дорогие водолеи. А интеллект это всегда, ну, где-то близкая интуиция. Поэтому куда-то не поторопиться будет очень важно. Потому что в спешке ни одна умная мысль не приходит, это правда. Как и, с одной стороны, уставшие люди делают ошибки, ну и, наверное, и те, которые несутся напролом, не успевают заметить каких-то деталей, а тут будет в декабре вот именно детальность какая-то или ясность по каким-то мелочам, которые мы можем воспринимать как мелочи, а они впоследствии приводят к каким-то важным решениям. И не ускоряться по 13-му аркану нам тоже говорят. Это тот период, который мы словно исследуем непознанную землю из карты, без карты. Или мы проходим, ну, сквозь какую-то темноту. Я говорю обычно по этой карте, представьте, вот мы садим семечко в землю, и прежде чем росток маленький, который где-то в глубине спрятан, пробьется к свету, твердая оболочка, она должна быть разрушена. Это и есть трансформация. И в последующем, прежде чем росток пробьется к солнцу, он должен пройти через темную землю. То есть еще пока, как в потьмах мы идем, нет ориентира. Но это дает новые возможности, и вы как раз сильны в плане иррационального. Когда обострена как и интуиция, так и интеллект. Можно сделать, знаете, запланировать себе какой-то квантовый скачок и, правда, в январе приступить к какой-то самореализации. Потому что всегда по 13-му аркану это будет меняться наша жизнь в какую-то совершенно другую сторону. И если была прежде рутина, вот мы как раз из нее и выходим, вы, мои дорогие водолеи. Что скрыто? Возможности. Две возможности как минимум, и мы должны сделать выбор. Это не значит, что мы тут совсем как-то так раскисли. Может быть, мы, знаете как, есть такая или есть такой момент про хандру или про апатию. Мы не должны застрять в этом, понимаете? Тут надо перевести мысли в какую-то рациональность. И, видимо, как карты говорят, есть два варианта. Либо два варианта взаимодействия, либо два варианта, предположим, по работе, либо два варианта по вашему творчеству, либо что-то творчество. Все-таки жезлы – это больше наша активность, деятельность. Или работа, труд, вот что-то такое. Хотя у кого-то и в людях может проиграться, да, отношения тоже на выборе. И значит, выбор это делать придется. И, может быть, четверка мечей как раз и говорит о том, что я не ускоряюсь, я должен что-то хорошо обдумать. Может быть, просмотреть, как люди в вашу сторону откликаются. И это тоже своего рода вывод. Дела, работа, бизнес. Давайте посмотрим. У вас прочная позиция. Для кого-то это может означать человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, телец, дева, козерог, или имеет там асцендент в вашей жизни, может быть, есть такой. Это на дела, на работу, бизнес, но это может быть и ваш партнер, или ваш близкий человек, который вам в чем-то помогает. Но это и в целом мы ведь смотрим, правда? И это сама по себе карта сильного человека и самореализации. Почему? Потому что у нас королева Пентаклей среди райского сада изображена. И этот сад она создала своими руками. Вот вам как будто свой сад нужно создавать своими руками. И вот любой план, любая сумасшедшая идея, которая нам сначала приходит в голову, как и по королеве Пентаклей, она ее потом реализует, материализует как будто в реальной жизни. Вот какие-то подобные задачи
по реализации ваших планов, они стоят перед вами. Но нам уже говорят о чем? Что нет ничего невозможного. Потому что надеемся сами на себя. И если даже есть какие-то задержки, ну, значит, уделить внимание отдыху или не торопить, не педалировать какую-то ситуацию. Потому что, может быть, еще обстоятельства в вашей жизни будут в течение декабря как-то сами по себе складываться, и вам нужно проследить что-то и сделать правильные выводы. Именно в отношении того, что вас окружает, мои дорогие водолеи. И вот то, что окружает, как мне провзаимодействовать с конкретным человеком, или как мне свою идею, план воплотить в жизнь, опять же, взаимодействие с какими-то людьми, как, кому лучше обратиться, как какое-то дело обустроить. Тут больше вопрос, как, вот каким образом, потому что меняются обстоятельства и обстановка какая-то. Давайте мы посмотрим, что на финансах, хотя уже эта карта говорит, что деньги будут. Могут быстро прийти деньги, могут сказали, что, допустим, задержится что-то, и по вот ретро-меркурию такое ведь может быть, я уже говорила. Так вот, по Меркурию еще и фейки или ошибочная информация может приходить. Так вот, для кого-то из вас в декабре может так. Сначала сказали, денег не будет или задерживаются, а потом вдруг резко что-то меняется, и как раз вы получаете сумму. Или сказали, допустим, ваш оклад, или та сумма, которая для вас привычна, то, что привычный доход, регулярный доход. А вот какие-то бонусы вы можете получить раньше, они будут больше, и вы останетесь все равно довольны. Есть какая-то быстрота, и еще это может быть выражено как предложение для вас. В любом случае, когда выпадает 8 жезлов, это значит, что мы на что-то должны откликнуться. И, видимо, у кого-то это может просто как работа, где я буду зарабатывать, может быть, как и на декабрь или на последующий период вы тут что-то можете, ну, как будто захотеть или изменить, или обстоятельства, опять же. Вселенная, у вас все-таки старший аркан выпадает, когда что-то меняется, и где-то в финансах тоже. В личной жизни королева мечей. Ну, вот так бы сказала, что вообще мечи это ваша где-то энергетика, мечи это воздух. Здесь мы все делаем по правилам, мы хотим ясности, правда. У кого-то будет такая тема, что самое главное, я хочу понимания в отношениях, куда мы идем, для чего то или иное событие, допустим, да. Я хочу разобраться с чем-то, но тут главное не переусердствовать, чтобы не было какой-то дистанции. Хотя это ведь у нас прообраз Юдифи, когда мы можем от чего-то и отказаться. Давайте мы быть рациональным в принципе. И знаете, еще момент для всех, наверное, немногословность, потому что если мы обратимся к истории, Юдифь, она никому ничего про себя не рассказывала, но сама просчитывала свои действия до мелочей. Пусть это у вас на личную жизнь, но, видимо, в течение декабря сказанное слово серебро, а вот не сказанное будет, наверное, золото. Давайте мы с вами посмотрим. Причем по работе, по бизнесу, по делам нам сразу сказали, все четко, все, ну, где-то вы получите тот результат, который вы хотите. Там все стабильно. А вот по восьмерке жезлов нам непонятно, что это за скорость такая. Поэтому давайте мы достанем первую карту. Основной источник дохода. У кого-то пенсия, у кого-то заработная плата в учреждении, в организации. Что там с выплатами? Давайте так. С доходом, с денежками буквально. По рыцарю Пентаклей, знаете как? Тут правда, если даже есть какие-то задержки, деньги приходят. Или приходят даже два варианта выплат. По рыцарю Пентаклей мы вообще деньги получаем. И плюс мы можем получить, ну, как это называется в организациях, материальная помощь, наверное, да? Или, ну, наверное, в каждой стране немножко по-своему. Где-то она есть, где-то нет. Но я что имею в виду? Может быть, как премия или какой-то бонус,
или по этой карте помощь еще от людей приходит. Если это у вас творчество, бизнес, здесь какой-то план наш может быть осуществлен, потому что поддержка чья-то. Это те деньги, которые мы где-то даже не рассчитывали, или они в большем каком-то эквиваленте. По этой карте, ну, сами по себе деньги, они у нас как будто есть. У кого-то это может быть дополнительное, хоть мы смотрим не на дополнительную, но, может быть, от ваших близких людей приходит какая-то сумма денег в виде подарка. Но, правда, тут то где-то с элементом, чего мы не ожидали. Но это как будто отдавать не нужно, понимаете? Вот такой вот момент. Поэтому деньги будут, поэтому надо так уверенно и говорит, у тебя все под контролем, королева Пентаклей, поэтому продолжай. Наверное, продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Вот терпения должно хватить. Посмотрите, нам тут про умеренность и про терпение сразу несколько карт. Тут не форсаж в декабре, нет. Тут больше выверенные действия, аналитика какая-то. Вот что важно. Давайте мы посмотрим на новые источники дохода, что тут. А вот здесь вот что-то может задержаться с выплатами или, ну, может быть, какие-то еще ситуации, да, но как будто деньги в рост. Если у вас, предположим, на депозите лежат деньги, то тут они как раз только расти будут, скажем так. Но деньги определенно будут. Здесь может быть еще и ожидание, и оно где-то будет перекликаться, вот как по Меркурию я сказала, какие-то сбои, может быть, в электронных системах расчета или не вовремя подписанные бумаги, документы, какие-то задержки, но деньги вы все равно получаете. Давайте мы посмотрим на личную жизнь. И для тех, кто в паре или человек семейный. Вот так. Выпадает карта 20-го старшего аркана суд. Тут как по судьбе, карта кармы, карта освобождения от боли. У кого-то, правда, проиграются ситуации с родственниками. Такое может быть вполне. Вряд ли мы тут что-то изменим, и нам эта карта тоже говорит. Ты сейчас словно на пороге. Прошлого уже нет. Ты будешь избавлен, водолей, от каких-то разочарований. Но тебе самому в это прошлое важно не заглядывать. Карта Возрождения говорит о том, что мы какие-то свои планы можем в последующем реализовать. И для кого-то, если мы говорим о жизни в паре, ведь у каждого свои отношения. Если у вас все хорошо, это обновление. Вы можете договориться друг с другом. Понятно, что и в семейной жизни бывает недопонимание или не сошлись во мнении, во взглядах по какому-то вопросу. Мы здесь можем проговорить. Будет очень важно в декабре. И, кстати, кто смотрит меня в конце ноября, потому что я уже сказала, отношения. Знаете, не умалчивать, не додумывать что-то, а вынести на поверхность. И тогда мы с чем-то точно определимся. Мы сумеем какие-то глубокие разговоры, как будто они состоятся, и больше будет ясности в нашей жизни. Ну, а для кого-то, может быть, и проиграется так, что больше ясности, и я уже решаю, что нет, будет в чем-то поставлена точка. Не будет как-то одинаково для всех, у каждого по-своему, но это карта новых возможностей, так же, как и 13-й аркан. Не будет как прежним. Видимо, 2023 год для вас, мои дорогие водолеи, ну, завершается с какой-то точностью и с пониманием, для чего были какие-то предыдущие события и какие выводы я могу сделать сейчас. Для тех, кто в сложных отношениях, давайте мы посмотрим. Карта силы. У вас в любом случае сильная позиция, но отчасти нам и королева Пентаклей говорит, что все под контролем. Поэтому если что-то и замедлилось, это наоборот, если в чем-то пауза, хорошо. Есть возможность редко отдохнуть. Кто знает, в 2024 году, может быть, будете вспоминать и думать, хотел бы я немножко как-то так сбавить ритм, а не будет получаться. Поэтому вот используйте это время. Карта силы, как вы захотите, так и будет. Единственное, эмоции держать на коротком поводке, нам об этом точно говорят. Эта карта, кстати, великого манипулятора отчасти. Мы можем как раз, если нам человек дорог, найти 1001 способ с ними договориться. Мы сумеем вернуть словно прежние отношения, правда. Это как энергетика у карты мага. Это какой-то итог мы можем подвести. Именно тот, который хотим мы.
Поэтому есть возможность, это точно, если правильно продумать какие-то свои действия. Может быть, и вам придется от чего-то отказаться, пойти на какой-то компромисс, потому что подразумевается дипломатия и компромисс по этой карте тоже. Но если отношения стоят того, то это определенно следует сделать. Давайте мы посмотрим для тех, кто один или одна, что для вас новое знакомство в декабре. У кого-то будет основная тема – это моя самореализация. Девятка Пентаклей – прекрасная карта и очень, опять же, сильная позиция. Но нам не говорят, наверное, о том, что это любовь, которую мы за углом можем встретить, и та любовь, которая с первого взгляда. Здесь больше о том, что наши достижения, честолюбивые планы сбываются, или эта карта хочет сказать, что, может быть, для части из вас это будет как... Я уделяю больше внимания тем моим действиям, планам, то, что или каким-то событиям, которые связаны с моими перспективами на будущее или с моей самореализацией, повторюсь, или с моим бизнесом, или с моей самодостаточностью, моими амбициями, в конце концов. А для тех, кто ничего подобного себе не строит, карта может говорить вот о чем, что от ваших активных действий, мои дорогие, будет зависеть ваша личная жизнь. Активных это не значит, мы прямо вот со старта побежали и завели кучу знакомых. Нет, тут надо как-то просчитать, рассчитать, подготовиться, может быть, да, какой-то план себе составить, потому что карта самореализации предполагает отчасти какую-то расчетливость. Значит, если мы хотим познакомиться, знакомство, личная жизнь – это тоже своего рода труд. Так вот, нам как будто придется потрудиться, какие-то действия, но не про ожидания. Точно говорит эта карта. Уделить внимание самому себе, может быть, отчасти своему имиджу. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы и любимы всегда.